Здравствуйте, меня зовут Анастасия. Я хочу вам рассказать, как мне дважды помог заговор Кхамароше, матери черта. Дело в том, что я работаю в самом богатом районе города Тулы и, к сожалению, по совместительству самым наркоманским. В моем шоуруме баснословно дорогая продукция премиум-класса. И она, конечно же, приковывает взгляды. Как-то участились случаи, что в тот торговый центр стал совсем часто захаживать самый отбитый наркоман, самый угашенный. Были даже случаи нападения. И начальник охраны меня предупредил, чтобы я была начеку, описав мне это чудовище на ножках. И вскоре он появился, я его узнала. И перед этим я успела нашептать на ключик от шоурума этот заговор. И так получилось, что это чудовище шло мимо шоурума, остановилось, и как будто что-то его отвело. Он ускорил шаг и ушел от нас. И буквально недавно был случай, когда он пытался к нам проникнуть. То есть он уже набирал скорость, он уже пытался зайти, и за просто буквально шаг до того, чтобы проникнуть в наш шоурум, он остановился, он буквально остолбенел. У нас буквально при входе висит зеркало. Может быть, что-то он там увидел, я не знаю. Но он остолбенел и просто быстрым шагом практически удрал. Вот это да, вот это здорово. Потому что на других моих соседей он даже нападал. Вот так сильно работает этот заговор. Здравствуйте, дорогая уважаемая Инга, дорогая уважаемая Яночка и все уважаемые зрители канала «Ведьмина изба». Это опять Елена из Норвегии. Я бы хотела оставить комментарии по поводу ритуалов уважаемой Инги, которые я проводила, и поделиться с вами их результатами. Но я начну с последних. Благодаря тому, что Яна мне объяснила, как мне поступить, я очень благодарна ей за ее очень вежливый и корректный стиль общения с нами, за добрые советы, которые она дает. Я провела ритуал исцеления Вуду и молитва волка, которые облегчили мне жизнь очень сильно и к тому же привели к определенным изменениям в моих отношениях с здравоохранением на сегодняшний день. И у меня появились другие перспективы и возможности, возможно, в конце концов разобраться с моей проблемой. На что я очень надеюсь. За это я очень благодарна. До этого я проводила еще осенью ритуал, который был с красной свечой, на которой нужно было капать масло. Я, к сожалению, не помню его название, но я провожу его не так редко, и бывает, что и раз в неделю. Тогда я проводила его 3 раза, мне кажется, или 4, и таким образом мне удалось найти помещение для работы, и это был очень важный вопрос для меня в тот момент, и этот вопрос решился, и кроме этого, это помещение предполагает достаточно интересную перспективу в дальнейшем для меня. Также еще осенью происходило много событий, связанных с проблемами на работе, где меня травили, не пускали меня в отпуск законный и так далее. Тогда я проводила очень много ритуалов разных, связанных именно с завистью, на камень с глазом от врагов, на пшено от казенного люда. Да воскреснет Бог Осирис, плач невидимки, отдать заботы силам. Благодаря этим ритуалам мне удалось не только съездить в отпуск, но и вообще вся ситуация на работе повернулась в мою пользу. Я бы даже сказала кардинально, хотя в тот момент казалось, что это очень все неприятно и страшно.
Я хочу сказать, что поскольку я провожу ритуалов много, то мне трудно сказать результаты, от каких именно ритуалов, как срабатывают. Но мне кажется, что просто силы слышат меня. И я хотела бы сказать одну вещь, что люди, мне кажется, мы с вами очень жадные. И мы ждем, что чудеса нам будут падать на голову, и что наша уважаемая Инга будет дарить и дарить нам без конца, а мы будем просто сидеть и ждать, когда что-то произойдет. Я думаю, что все согласятся, что это не так, и что так не будет. И что нужно благодарными быть за то, что мы имеем, за то, что нам наша жизнь привела нас туда, где мы сейчас находимся, и что познакомила нас с удивительной спасительницей Ингой, которая столько работает для нас. И давайте не будем ныть, давайте работать. А вам, уважаемая Инга, я желаю здоровья. Вы учите нас, как быть сильными. Вы самый сильный человек, которого я знаю. Я не побоюсь этого слова, мой кумир. Большое спасибо также вам, Яночка, за ваш безупречный стиль, за вашу доброту, за поддержку, которую вы нам даете. Я желаю всем зрителям канала внимательно присмотреться к самим себе. Может быть, нам нужно больше ценить то, что мы имеем, и больше радоваться тому, что есть. И тогда у нас будет еще больше всего хорошего. Всем хорошего дня. Большое спасибо за внимание. До свидания. Ритуал с халявой отлично сработал в сочетании с сундучком скупердяя. Хотела варочную панель, а здесь они от 18 и выше. После этих ритуалов я купила за 8. Римский или румынский, путаю. Ритуал сработал четко. Ровно через месяц я попросила 100 тысяч, и на карту мне пришло 100 тысяч. Это римский ритуал, и очень многие хвалят этот ритуал, потому что он... Почему есть определенные ритуалы, которых чаще всего примечают и расхваливают? Потому что есть ритуалы, которые легко делать. Это даже ленивый сделает, там всего-то минут 10 уделить времени. Но сумма приходит четко, ровно столько, сколько человек пишет. Но, естественно, он пишет, исходя из адекватных своих потребностей, не $1 миллион, наверное, да, если у него доход не позволяет этого. Но если он пишет адекватную сумму, даже завышенную, больше, чем он может мечтать, эта сумма приходит. Это римский ритуал. Далее. И благодаря Инге, наконец-таки в голове все уложилось, как что работает, что вокруг, какие силы. Я долго искала ответ, не могла сложить все пазлы. Теперь у меня четкое ясность и представление в голове, как что работает, кого и как нужно просить. Деньги, когда в холодильник класть, она советовала. Вот это уж работает четко по назначению. Холодильник просто забит продуктами. Уже некуда их девать. Вот всегда. Вот работает четко. Денежка там лежит, и он полон. Есть там деньги, у меня нет. Но он по-любому полон. Добрый день, уважаемая Инга, подписчики канала «Ведьмина изба». Я хочу оставить свой отзыв по ритуалам и как вообще я попала к Инге. Ну, скажу, что меня зовут Инна. К Инге попала я через, сказать,
через Магуек таких, да, я немножко как бы вернусь в свою как бы историю. У меня весь род умер очень молодыми. Я в роду осталась одна, и лет 5 назад у меня жизнь начала полностью рушиться, полностью. Это в прямом смысле слова. В отношениях. В общем, я осталась одна, совсем одна, без работы, без существования. И чтобы я какие-то попытки не предпринимала, все как бы было нет, 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 нет. Я зашла в «Контакт», скажу, и там увидела Викторию, но фотография была Инги Хасроевой. Я написала ей, была последняя надежда, что человек мне поможет, потому что я общалась с ней по телефону, видеть я не видела. И когда, да, я заплатила большую сумму, но, как я поняла, ничего она не сделала, просто появилась, как бы, ничего, в общем, ничего она не сделала, ничего не поменялось в моей жизни. И я случайно где-то по истечении года я попала на YouTube. Я вообще на YouTube раньше не заходила. Когда я зашла на YouTube, я увидела Викторию эту, но подписана была Инга Хасроева. Знаете, первое было мне желание как бы написать, а потом мне, знаете, наверное, как сила какая-то остановила, я думаю, послушаю. И когда я услышала ее голос и поняла, что это совсем другой человек, и я начала слушать ее каналы, начала слушать ее лекции. Вы знаете, у меня какая-то появилась немножко надежда. Я извиняюсь, перебью. Теперь вы понимаете, почему я так яростно пытаюсь защитить и свое имя, и свои фотографии, и свои работы. Ведь человек может на меня подумать, понимаете? Человек может просто молча повернуться и уйти. Или написать где-нибудь. Бывает иногда, если вот кто-нибудь пишет, я спрашиваю, напишите мне лично, вот вы пишете такое, я вас не знаю. Она пишет, и выясняется, что да, с моей фотографией вот это делали. То есть даже есть момент, когда человек не врет, действительно его обманули. Но это была совершенно не я. С моей фотографией это было сделано, понимаете? То есть есть люди, которые как бы начнут это все исследовать, смотреть, чтобы понять, где правда, где нет. А есть люди, которые сразу повернутся, пойдут, напишут. И вот иди докажи, что ты не верблюд. Вот почему я защищаю свое. И почему я так отношусь негативно. Я думаю, что любой нормальный человек так относится, когда мало того, что воруют его работу, еще и выдают за себя твою фотографию. Это омерзительное чувство. Вы не представляете, какое это мерзкое чувство, когда ты всю жизнь за свое имя борешься, когда ты всю жизнь напряженно работаешь, чтобы не допускать ошибок, а какая-то тварь берет просто и поганит твое имя. Этой твари-то все равно. Не ей же отвечать. Ей все равно, ее может там Мария Петровна зовут, и она совершенно другого типажа человек. Ей без разницы. Она испоганила мое имя, пошла дальше жить себе. А отвечать за все это мне. Мне потом это все как бы на белый свет вытаскивать, мне доказывать, что это не я. Вот это мерзко, понимаете? Продолжим. Хотя я уже не верила ничему, потому что жизнь моя полностью пошла под откос. Я очень сильно болела, у меня не было ни энергии, ничего, я очень сильно болела. Как бы я ждала уже, что вот скоро-скоро как бы придет в моей жизни конец. Просто бросила уже все на самотек. Как будет, так и будет. И я в течение полгода изучала канал, смотрела, начала делать ритуалы. Хотя, вы знаете, первый ритуал у меня не было ни фортуны, ничего. Я купила кусочек красной ткани, свечку и начала читать просьбы фортуны, да, ритуалы с фортуной. Потом я очень хотела попасть в Кинги, но понимала, какой поток, это миллионы людей, и человек, она одна, она физически не может всех принять и всем помочь. Но и в течение полгода я написала Яне и попросила, чтобы Инга меня посмотрела. Вы даже не представите, какая была у меня радость, когда мне назначили эту, в
согласилась, Инга дала добро. А, То, что она мне сказала, я так и думала, как бы, да, мне говорили, что у меня есть родовое проклятие по линии матери, и, наверное, оно начало срабатывать. А, Скажу, потому что многие, знаете, думают, что вот когда Инга говорит, что я много беру за свою работу, у меня тоже немножко, как бы, знаете, был такой страх. Я думаю, ну где мне, как бы, да, у меня есть сумма маленькая, как бы, потом как я буду жить. Но я, как бы, знаете, вот доверилась. Мне как будто, вы знаете, как кто-то вел какой-то рукой. Вот прям толкает, и я не сопротивлялась. Когда мне озвучили сумму, вы не поверите, я пришла домой, пересчитала, у меня ровно это была сумма. Я прям с радостью побежала, перевела эти деньги. И, как говорит Инга, это действительно так. В течение недели мне вернулась эта сумма и вернулась еще больше. Работала, Инга взяла за меня, ну, работать, за меня работать. Я снова перебью и скажу, деньги за магию возвращаются в течение месяца. Ну вот за месяц, за неделю, за две, за месяц. В течение месяца они возвращаются. Почему? Потому что силам важны не ваши деньги, весь мир им принадлежит. Они хотят видеть ваше рвение. И когда они видят, что ты готов отдать что-то, чем-то пожертвовать, они это принимают и возвращают тебе. Могут 2 раза больше вернуть, могут ту сумму уже отдать. В принципе, ну это так, между делом сказать. Это не первый случай, чтобы люди знали, как это происходит. Далее. И скажу, что первые 2 месяца я просто лежала пластом. Вот правда скажу такое слово, потому что у меня не было ни сил, ни энергии, мне очень было плохо. И я думаю, еще хуже было, чем до этого. Но я полностью доверилась ей. Я делала тоже вместе с ней ритуалы, чистки. Скажу, что я эти полгода сама делала очень много чисток, очень много чисток, очень много на удачу, очень много на деньги. Все вот практически чистки я эти делала, кроме одной зеркальной. И вот по истечении вот уже больше года я скажу вам, что жизнь моя прям поменялась вот с ног на голову. Просто все поменялось. Все окружение, все вот эти друзья, называемые в кавычках, они пропали. Куда они исчезли, я не знаю. У кого-то появились очень большие проблемы. На работе у меня пошли клиенты, я попала на как бы на обучение бесплатное через бюджет города Москвы. Это была такая радость, потому что я провела ритуал халява, и буквально за неделю мне позвонили и сказали, что я попадаю под эту программу. Это было для меня какое-то чудо. Но скажу, что я закончила уже обучение, получила диплом и движусь в этом направлении. По поводу ритуалов. Делаю ритуалы так, может, кому-то это поможет, не знаю, правильно или нет, но я как бы сейчас, раньше делала много, по 10 ритуалов в день, утром, вечером, все подряд, и чистки, и на удачу. А сейчас я более как бы немножко грамотно подхожу, потому что много лекций прослушала. Еще раз скажу. У кого-то пробивается быстрее, у кого-то тяжелее, смотря насколько это застарелые вещи, насколько она больше охватила членов семьи, представителей рода и так далее, тем тяжелее она выходит. У кого-то быстрее выходит это все, намного быстрее регулируется. Дело в том, что много не значит хорошо. Когда у человека есть рвение много, это нормально, но лучше выбрать определенные свои, которые тебе подходят, и делать, чтобы очень много времени, внимания не тратить на все подряд, выбрать определенные, сделать. Потом через месяц, вот как вы месяц делаете их, через месяц можно другие выбрать, испробовать. Достаточно даже 10, скажем, 15 самых таких выбрать и свое. Вот это уже твое, энергетически к этому привыкнуть. Чтобы, как вам сказать, слишком не уставать.
Хотя можно делать, оно не мешает, оно наоборот. Чем больше делает человек, чем больше призывает, тем сильнее. Но когда уже этот период закончен, ему достаточно иногда просто какую-то чистку провести, чтобы вот это вот поверхностное, которое все время накапливается, негатив на нас, на всех людей, которые на виду, чтобы это смывалось и просто закрепить все время, вот держаться на волне этой удачи. Это так, к слову. Давайте дальше послушаем. Раз в месяц я делаю чистки. Вот неделю просто делаю все чистки. Потом от врагов. Потом делаю я открываю пути. Потом я делаю на удачу, на деньги. Но есть ритуалы, которые я делаю каждый день. Очень хорошо у меня работает колдовская монета, дьявольская монета. Да. Потом я делаю раз в месяц. Так вот, те, которые плачут, что у них нет продаж и так далее, дьявольская монета или масонская монета, есть еще колдовская монета. Любой из них работает. Но дьявольская работает, конечно, сильнее, но он для смелых людей. Мне некоторые писали, что даже несколько дней специально не читали, потому что столько было звонков и заказов, что они не могут от этого выйти, и они специально просто отдыхали. Хотя когда-то у них не было вообще ничего. А сейчас у них времени нет настолько много, понимаете? Дальше. По здоровью чистки, и воду, и женская суть. Вот была онлайн-чистка, я полностью это все делаю. Делаю каждое утро я богиням Закала на фотографию. По здоровью тоже делаю. В общем, есть такие чистки, которые нужно делать каждый день. А все ритуалы, скажу, где-то кто-то что-то больше срабатывает, где-то что-то меньше. Но результат налицо. Я вижу, как у меня сейчас меняется жизнь. У меня убрали половину долгов тоже с банков. У меня по квартире убрали половину долгов. У меня выстраивается потихоньку, все отдаю. Как-то люди приходят, как-то клиенты где-то находятся, продажи увеличиваются. Кстати, скажу, что делаю 2 раза в месяц чистку квартиры. Вот когда провожу чистки свои, после этого делаю я чистку квартиры. Скажу, что вообще мировоззрение поменялось у меня, полностью поменялось у меня. Отношение к людям, отношение к миру. И вообще другой человек. От религии я очень давно отошла и поняла, что мне это не помогло. И хочу сказать, начинайте, не бойтесь, потому что только вы сами можете себе помочь. И отдельная благодарность хочу сказать Инге. Инга, каждое утро, каждый вечер вас благодарю. Сейчас заволновалась за вашу помощь, вообще за ваше участие в моей жизни. Благодарю. Очень волнуюсь. И хочу тоже поблагодарить отдельно Яну. Яна, благодарю. Всегда на связи, всегда очень хорошо отвечаешь, всегда подскажешь, всегда поможешь. Благодарю вас. Я очень вас благодарю. И спасибо всем, кто меня выслушал. Меняйте свою жизнь сами. Помогайте себе сами. Все у тебя будет хорошо, Инна. Самое лучшее еще впереди. Добрый день, уважаемая Инга, Яна. Меня зовут Наталья. Я хочу тоже рассказать про себя. Получилось так, что когда я купила в Санкт-Петербурге квартиру, у меня как бы не хватило денег. Мне пришлось занять. Квартиру я оформила, приехала домой, а деньги-то отдавать надо. Пошла на работу, цеплялась за любую работу, думала, делала ритуалы. Делала ритуал утопить долги, по-моему, но не знаю, что-то. А тут сделала ритуал на огонь и воду. И так получилось,
что написала я одну сумму долгов, а буквально через 10 дней пришла сумма больше, чем я писала. Это во-первых. А во-вторых, у меня был такой шок, что я не знала, что делать. Сначала я не спала и думала, как мне отдать долги, а потом я перестала спать, потому что я не знала, что это за деньги. И я все молила богов, вот сейчас уже смешно, чтобы эти деньги никто у меня не забрал. И я потом вспомнила, что уважаемая Инга говорила, что у людей бывает шок. И вот такой точно шок был у меня. Я 3 дня. Я объясню. Дело в том, что в пространстве есть все, что нам нужно. Нам всего лишь это нужно к себе перетянуть. Вот масштабное мышление – это о том сказано. То есть это про то, когда человек знает, что вот где-то мои деньги, где-то мое имущество, где-то мой мужчина ходит. Он есть. В пространстве есть все, что тебе нужно. И всем нам это хватит. То есть оно создано ровно столько, сколько каждому человеку предназначено. У нас у всех оно есть, ни у кого не должно убывать. Но это нужно перетянуть. И когда человек перетягивает, он удивляется, потому что до этого ему очень тяжело все давалось, никак не пробиться. А тут раскрылось что-то, понимаете, и начало сыпаться сверху буквально. И он думает, а где же это было раньше? А это мое ли? А можно ли взять? А вдруг это не мое? А вдруг это вот отсюда? Все ваше имущество, все, что вы хотите в своей жизни до вашего рождения, уже есть заложено в пространстве, в мироздании. Ваша доля есть. У каждого человека есть своя доля. Выбор в том, что кто-то напивает, становится бомжом, и ничего не притягивает, и не хочет, не стремится. А второй притягивает и становится миллиардером. Понимаете, в чем дело? Но и у того бомжа, и у того миллиардера своя доля в пространстве есть. Если этот бомж перестанет пить и начнет работать, начнет притягивать, он тоже может стать миллиардером. То есть это может и звучит невероятно, но это правда. Вот моя задача вам объяснить, как перетянуть то, что ваше, с мироздания, с пространства. Послушаем дальше. Боялась вообще эти деньги взять. Потом думаю, потихонечку надо отдавать. Сначала одну сумму перевела должнику. Подождала несколько дней, никто не звонит, никто не забирает. Потом другую сумму перевела. Вот. И так получилось, что я не только отдала долги, я еще за 2 месяца уплатила ипотеку. И, в общем, и боюсь кому-то сказать, но когда я послушала выступления, ну вот до этого ролики были, девочки рассказывали про себя, и думаю, надо мне рассказать, потому что я просто сначала была в шоке, а потом была так рада. Я пошла в лес на прогулку и просто кричала на весь лес от радости. Вот честно вам говорю, от радости, слава богам. Поэтому, вы знаете... Дорогие друзья, были такие случаи, когда человеку нужно было на обучение определенная сумма, но прям жизненно необходима. И она сделала ритуал и утром нашла конверт с деньгами у себя в почтовом ящике. И она долго не могла понять, откуда, тоже боялась воспользоваться. Вдруг это кто-то специально там положил, может, хотят подставить меня и так далее. Проходит некоторое время, и... Да что такое? Ну... Коллега по работе признается, что это она сделала ей подарок. Она услышала, что та хочет очень сильно обучиться. У той когда-то умерла дочь. И дочери, дочь ее одногодка. И у дочери была мечта обучиться на этих курсах. И она не смогла. И вот она дала себе слово, что исполнит мечту своей дочери через другого человека, через другую девушку. И она оставила конверт и подписала, что это ей предназначены деньги. Прям почтовый ящик. То есть, понимаете, это реально. Это возможно. Еще раз говорю, моя задача объяснить вам, что это возможно. И самое главное в моей работе, что человек перестает бояться завтрашнего дня.
Он расслабляется. Как только расслабляется мозг, как только уже страхи пропадают, остаться ни с чем, все, считай, что ты спасен. Дальше в твоей жизни нужды не будет. Нужда приходит, пока человек боится. Пока он боится нужды и бедности, нужда приходит. Как только этот страх пропал, нужды в вашем сознании больше не существует. Все, значит, вам будет это даваться. Люди говорят, вроде я не особо работаю, вроде так и клиентов нет, ничего так не продаю, но деньги всегда есть. Человек вышел что-то купить, начитал там «сохранить деньгу». Вышел, а у него большие скидки. Он вроде бы все купил, что хотел, но деньги как были, так и остались у него. То есть у нее, извиняюсь. Где-то 70% скидка, где-то 80%, где-то по 50%. То есть практически эта сумма не потрачена. Но все, что она хотела, она купила. Понимаете, работают духи, настраиваются. Они делают так, чтобы ты получила и желаемое, но и деньги, чтобы при тебе остались. Вот как вам объяснить? Вот так и происходит. Я не могу до конца вам объяснить, что это, но дано через меня. Вот дано. Я что-то, какой-то секрет мироздания нашла, и этот секрет вам дарю. Поэтому вам и сказано, не ленитесь для себя, меняйте свою жизнь. Давайте дальше послушаем. И хочу еще сказать тем, кто пишет вот под роликами, а у кого получилось, а у кого получилось. Получилось у того, кто хочет. Хочет что-то чего-то в жизни своей добиться. Это во-первых. Во-вторых, у вас ничего не получится. Правильно, уважаемая Инга говорит. Кто ищет там чего-то или один раз делает, у того ничего не получится. Вы лежите дальше, ковыряйте в носу. А еще не получится у того, кто приходит и спрашивает, а помогают ли боги, а стоит для них там потратить, купить водку или конфеты или вино? Есть ли смысл на них тратиться? Точно получится или нет? Если вы приходите с такими мыслями, а достойны ли они того, чтобы я их вообще почитала, уважала, получится ли, или я зря потрачусь? У вас не получится, можете вообще не делать. Сначала делайте, посмотрите, что получилось, а потом уже дальше. И знаете, как устроена женщина? Женщина сначала верит. Тут даже не верить дело, не именно вот я верю 100%, нет. Здесь уважение просто, уважительно подходит к этому и получает. А мужчины смотрят со стороны, хихикают. И как только начинаются первые деньги в семью, они, а может, твоей фортуне кофе надо купить, а? А может, ей что-то еще? А что ты не читаешь? Читай еще. Сегодня ты забыла прочитать. А мужчины, они корыстные. Они сначала видят, что получилось, потом верят, потом больше тебя будут читать. Так мы устроены. Получится у нас. У нас получается и будет получаться, потому что мы этого хотим. Я хочу еще раз сказать огромное спасибо уважаемой Инге и Яне. Просто огромное человеческое спасибо. Я не побоюсь сказать, мне 60 лет, у меня в жизни все поменялось круто, все. И я не только хочу квартиру построить в Санкт-Петербурге, я еще хочу купить в Сочи квартиру. Все правильно. Ставьте цель выше, хотите большего и достигайте этого. А тем, кто не понимает, почему люди меня так любят, почитают и уважительно относятся, я говорю, вы сначала дайте народу столько, сколько я даю, а потом поймете, откуда такое уважение. Вот дайте сначала, попробуйте так работать на износ, как я, и менять жизнь людей. А потом поймете, почему люди так любят и уважают и ценят. Понимаете, люди просто так не уважают, просто так не ценят. Они могут 2 раза написать и забыть, если уж дело в том, что просто так, ради интереса. Но когда они годами это говорят, это значит, что действительно я достойна такого отношения. Я продолжу этот цикл записей, а пока прослушайте это все, переварите. И дерзайте, меняйте свою жизнь. Меняйте. Вам дала ключ, осталось только замки открыть. Всем удачи.